Скоро. Да, скоро. Взяточники. Когда, наконец, закончится вот это с Украиной, Скорее всего, будут, но потом. Выборы, которые проходят, они действительно честные. Ну, в крайнем случае, 23-м. 99% за нашего президента. это просто какие-то зомбированные люди. Как вы думаете, будут ли в России когда-нибудь честные выборы? Скорее всего, да. А когда? Вот это я не могу ответить, когда. Скорее всего, будут, но потом. А доживем ли мы с вами до перемен? Должны. Должны дожить. Отвечу вопросом на вопрос, в какой стране были честные выборы, хотя бы когда-нибудь. Как можно выбрать честного человека, если вот у вас есть, условно говоря, два выдвиженца, что один занимается заработком денег, что другой занимается заработком денег? А как вот человек из народа вообще сможет добраться до этих выборов, если у него нет денег? Он не может ни рекламу себе обеспечить, ничего. Как он сможет появиться там? Народной любовью. Ну, народная любовь Например, не вы получится. в районе сагитируете всех и будете, возможно, достойным Ну, вот кандидатом. муниципальный уровень, да, такое происходит в муниципальном уровне, а дальше нет. Либо, я вот, по крайней мере, не видел. Ни в России, кстати, ни в других странах. Я ездила отдыхать в Абхазию вот недавно. Это был мой первый отдых, так скажем, с российскими людьми. Я была глубоко поражена, расстроена и разочарована, потому что у нас действительно очень многие люди из глубинок поддерживают политику Путина. То есть они считают, что если есть бесплатное там образование или бесплатная медицина, это уже круто, он очень много сделал для страны. А то, что это образование нигде не котируется, да, например, там в Европе или в Америке, если вы закончили высшее образование, вы можете работать по всему миру, вы можете делать, что хотите. Российское образование никому не нужно, даже внутри страны. То, что в Европе, в Америке люди живут на 20 лет дольше, да, у них платная медицина, но они как бы живут дольше. Это круто. Не знаю. Вообще не берусь говорить по этому поводу ничего. Будут-то когда-нибудь. Это одному Богу известно. Что делать россиянам? Молиться Все. и все. И по вере нашей дано нам будет. Спасибо. Как вы думаете, вообще доживем ли мы когда-нибудь до честных выборов в России? Когда-нибудь доживем. Когда? Даже не надеяться. Я не Что знаю. должно произойти? Это такой вопрос, не знаю. Я не готов на него ответить. Надо спросить у нашего правительства, я так понимаю. Потому что, согласитесь, от нас ничего не зависит. Мы только можем выполнять свою работу. Все-таки, если люди ничего не сделают, правительство так и будет бесконечно А что люди столетия. могут сделать? Ну вы же знаете, что любые демонстрации, что потом в итоге, чем заканчивается? А как нам дальше здесь жить? Как нам дальше строить свое будущее? Вы думаете, что вам простой обыватель сможет ответить? Каждый человек на своем месте должен честно выполнять свою работу. И если каждый будет по совести ее делать, то тогда что-то изменится. А пока, наверное, там многие нечестно работают, то вряд ли. Когда в России будут честные выборы? Это риторический вопрос. Не знаю. Я затрудняюсь А ответить. что должно произойти, чтобы они стали честными? Вполне возможно, все выборы, которые проходят, они действительно честные, но к сожалению, мы этого не знаем. По крайней мере, я там на 100% не уверен, да, поскольку, есть видеокамеры, но есть же миллион способов, мне кажется, обойти там текущую существующую систему. Поэтому, по крайней мере, может быть, есть какая-то погрешность, но в настоящий момент выборы, которые прошли до этого, они в той или иной, по крайней мере, в большей части, они отражают мнение народа. Что должно произойти, не знаю. В перспективе, честно, не знаю. Честные выборы в России, как думаете, когда будут? Честные выборы? В 22-м, наверное. В 22-м. Именно какое время, я не знаю, в течение года, наверное. В крайнем случае, в 23-м. То есть очень скоро. Да. Нас ждут перемены. Конечно, хотелось, что изменилось, было лучше, но ждем. Может, поменяется, может, будем лучше жить. Хотя бы не мы, детки наши. Хотелось бы, конечно. Скоро. Да, скоро. Когда? Что для этого должно произойти? Не знаю, что для этого должно произойти. Ты как думаешь? Может,
Не знаю. Я прожила очень много лет, но я на 99% за нашего президента. Но 1% оставляете все-таки против? Ну, почему? Потому что... Почему против? Я сейчас скажу. Люди, которые работают и проводят нашей страной, правят, за это получают огромные деньги, они воруют. Так а почему же вы на 99 за? Так, слушайте, надо, значит, что их надо сделать закон, чтобы их стреляли, чтобы они не воровали. Но пусть даже у президента, один президент, он ничего не сделает. Царь хороший, бояре плохие. 20 лет человек у власти, за 20 лет никого из них не убрал. Почему? Почему? Судят. Вот как говорят адвокаты, как нам дают, так мы и судим. Взяточники, понимаете как? Поэтому надо... А кто должен с этим бороться-то? Понимаете как? Правильно. Простому человеку, у него 5 пядей во лбу, его не берут выше работать. Иногда даже ему приходится искать работу. Я знаю многих таких ребят. Я знаю многих маевцев из института. Шикарные ребята, учились хорошо, воспитаны, все. Нет знакомства, они без работы. Когда в России наконец-то будут честные выборы? Ну, лет через 200, дай бог. Дай бог доживем. 200, мы проживем 200. Но я очень оптимистично надеюсь, что у нас медицина двинется вперед, и мы будем жить подольше. Все-таки хочется посмотреть на что-то новенькое, на честные выборы, чтобы полиция помогала, например, защищала. Ну, и вот все в таком духе. Наверное. Когда? Что для этого должно произойти? Ну, вы так спрашиваете, будто я что-то знаю. А вдруг? Нет, я не знаю. Не знаю. Что же нам делать всем? Вам решать. Не могу сказать, что честные они, нечестные, вообще не могу сказать. Хорошо, тогда вот... Просто не знаю, не видел, сам не видел, за руку не поймал, вот и не могу сказать, вот из-за этого. Говорят, что нечестные, а вот кто знает. Не, в этой движухе мы не участвуем. До свидания. Спасибо. До свидания. Когда в России будут честные выборы? Честные выборы. Ну, это я даже не знаю, наверное, вообще никогда, то, что тут все на деньгах держится, в принципе. То, что все везде за всех платят, то, что за все прям. То, что, я думаю, никогда. Не знаю. Я только с дачи приехала, не знаю я пока. Что россиянам делать, чтобы вот у нас появилась какая-то альтернатива? Не знаю я. Ох, вот это сложно сказать. Это вопрос очень сложный. Очень сложный. Наверное, когда, наконец, закончится вот это с Украиной, наверное, что-то, может быть, улучшится. Я думаю, что все будет нормально. Все закончится, и все будет нормально. Потому что так, то, что творится в Европе, это просто немыслимо. Это просто какие-то зомбированные люди. Это ни в какие рамки не входит. Я вот смотрю телевидение и думаю, совсем, что ли, люди? Не знаешь, как назвать это, как это назвать вообще. Все вот так с ног на голову перевернуто. Нам, конечно, в этой ситуации очень сложно, очень сложно. Но ничего, мы народ стойкий, мы добьемся, и победа будет за нами. И у нас будет все хорошо.